Глава 146. Завершение сделки. Хотя я никогда не видел гранулу заложения фундамента собственными глазами, я, Ханли, знал ее значение, и оно было значительным. Подумайте об этом. На Тянь-Утайшань, Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения, около 1000 культиваторов сражались в битве на смерть, и ради чего? Да ради соблазна этой гранулы заложения фундамента. И этот боевой дядя Е думает, что он может просто обменять ее на какие-то духовные камни и магические инструменты. Он правда думает, что я какой-то малолетка, который только что пришел с гор. Ханли подумал, холодно смеясь про себя, но снаружи он казался спокойным, как будто он действительно внимательно слушал, что боевой дядя собирался сказать. Старик Е был удовлетворен ответом Ханли. Ведь этот будущий ученик не отвергал его, как только тот предложил обмен на гранулу заложения фундамента. Казалось, что это может зайти куда-нибудь. Он никогда не думал, что он может легко обменять гранулу заложения фундамента на вещи, упомянутые ранее. Все, кто не были идиотами, знали, что этот драгоценный элемент нельзя отдавать так дешево. То, что он сказал раньше, было всего лишь тестом, но сейчас, глядя на Ханли, он осознал возможность переговоров. Он был в восторге, и если Ханли был готов торговаться, старик был совершенно уверен, что он может удовлетворить требования Ханли и совершить обмен на гранулу заложения фундамента. Только мысли об этом заставили старика Е взбодриться. Он даже почувствовал, что Ханли раздражал его меньше, чем раньше. «Боевой племянник Хань, я уверен, что вы знаете о свойстве ваших духовных корней. Честно говоря, с помощью них, даже принимая гранулы заложения фундамента, ваши возможности войти в стадию заложения фундамента очень низки. Скорее всего, гранулы заложения фундамента могут увеличить вашу магическую силу, и, может быть, уровень ваших базовых возможностей возрастет на 2-3 уровня. Брать гранулу заложения фундамента было бы слишком расточительно. Боевой племянник, вам было бы лучше обменять ее на что-то более практичное и достойное, если... Старик начал бесконечно говорить и искушать Ханли. Хотя Ханли смотрел, как бы обращая особое внимание на боевого дядю Е, он уже провел анализ, подсчитав все плюсы и минусы в голове. Честно говоря, он очень хорошо знал, что то, что говорил старик, было правдой. Возможность достижения стадии заложения фундамента после приема всего лишь одной гранулы заложения фундамента были слишком низки. Но если Ханли отдаст гранулу заложения фундамента так легко, он не простит себе этого. Даже если шансы низки, небольшая вероятность успеха все же существует, но если он не отдаст гранулу заложения фундамента этому боевому дяде Е, его жизнь в долине Желтого Клена, несомненно, будет неприятной. Скорее всего, он обидит этого человека без причины. Ему также казалось, что есть некая сила в долине Желтого Клена. Если это так, то это хлопотно. «Боевой дядя Е, пожалуйста, могу я спросить, для кого вы просите гранулу заложения фундамента? Я уверен, что вам не нужен этот товар». Ханли подумал немного и решил проверить намерения старика. Хотя старик был прерван Ханли, он не рассердился. Услышав вопрос Ханли, он немного замялся, но все-таки ответил: «Раз уж ты спросил, я, боевой дядя, не буду ничего скрывать. Я прошу эту гранулу заложения фундамента для внучатого племянника Е. Исполнит ли боевой племянник наше желание?» Ханли горько усмехнулся про себя, услышав это, и подумал: внучатый племянник, я предполагаю, что это достаточно тесные семейные отношения. Этот племянник должен быть очень славным, раз уж ему удалось упросить дядю получить для него гранулу заложения фундамента. Похоже, если я действительно не заключу с ним сделку, меня спровоцируют. После этого я никогда не смогу поселиться в долине Желтого Клена. Я могу только проглотить мою боль и согласиться. Как я собираюсь добиться стадии заложения фундамента, мне придется придумать другие способы в будущем. У меня все еще есть та таинственная маленькая бутылка, и если у меня будет рецепт и время, возможно, я смогу сделать лекарство. После того, как Ханли закончил считать плюсы и минусы, он сделал свой выбор. Тем не менее, он хотел получить максимальную выгоду от сделки, поэтому он вел себя так, словно не мог решиться. Боевой дядя, не то чтобы младший не уважал старшего, но гранула заложения фундамента является невероятно важной для боевого племянника. Даже если ребенок имеет низкий потенциал, разве у него не остается надежда? И если я просто откажусь от этой возможности вступить в стадию заложения фундамента сейчас, то у меня действительно не будет шансов.
После того, как старик услышал Ханли, он не мог не глумиться про себя. Он подумал: ты не можешь рассматривать высший путь с твоей низкой квалификацией. Ты полностью переоцениваешь собственные способности. Но внешне старик по-прежнему терпеливо уговаривал его всеми способами, давая много пустых обещаний. Он продолжал давление и пытался заставить Ханли изменить решение. Услышав эти пустые обещания, Ханли хладнокровно рассмеялся в сердце, но он продолжал повторять слова с неопределенностью. Это взволновало старика, он стал торговаться с еще более высокой ценой. Боевой племянник. Если вы готовы отказаться от гранулы заложения фундамента, я позволю вам выбрать любое дело из всего того, что ученики в долине обязаны делать. Видя, что Ханли был готов согласиться, он, наконец, вынул свою козырную карту. Дела. На этот раз Ханли был действительно ошеломлен. Да, вы должны знать, что ученики низкого уровня в долине Желтого Клена должны выполнять каждый месяц. Например, надзор за шахтерами, работа на городском рынке, принадлежащем нашей секте, забота о редких существах долины или выращивание духовных лекарств. Исходя из того, как работа была совершена, секты будут раздавать низкопробные духовные камни в качестве награды. И я, боевой дядя, отвечаю за распространение этих работ в долине. Так что если есть какие-то задания, которые боевой племянник хотел бы, все зависит от меня, старик Е с гордостью сказал, казалось, будто он действительно имеет силу и авторитет. Но, выслушав это, Ханли молчал. Казалось, где бы он ни был, всегда находились люди, которые использовали свои полномочия для их собственных интересов, в том числе основные секты культиваторов, такие как Долина Желтого Клена. Но когда он упомянул о посадке невероятных целебных растений, это заинтересовало Ханли. Он чувствовал, что эта работа была для него. Кроме того, боевой дядя Е уже наобещал много хороших вещей. И если он попросит еще, может начать казаться, что он слишком жадный, поэтому он должен завершить сделку прямо сейчас. Ханли наконец-то, будто бы с жалостью, сказал: если вы действительно можете дать мне то, что обещали, то ваш внучатый племянник может получить гранулу заложения фундамента. Я надеюсь, что ваш внучатый племянник сможет успешно добраться до стадии заложения фундамента. Как только старик услышал это, он был в восторге и искренне обещал: боевому племяннику не придется ни о чем беспокоиться, боевой дядя всегда выполняет свои обещания. Но когда мы встретимся позже с лидером секты, вы вольны сказать ему о вещах, что были на столе, но не о нашем секретном соглашении. Ханли понял намек, улыбнулся и ответил ему: я могу заверить боевого дядю, я бы не совершил такую глупость. Услышав это, старик расплылся в улыбке. Он был очень доволен предприимчивым поведением Ханли. Глава 147. Особенности в долине. После того, как Ханли и старик заключили сделку, Ханли был доставлен в главный зал на летающем магическом объекте для встречи с мастером секты долины Желтого Клена Чжунлинда. Вскоре после этого Ханли стоял напротив огромного каменного дворца. Зал был размером в несколько десятков метров и с любопытством приглядывался к ученикам долины Желтого Клена, стоящим на страже у ворот. Этих людей магическая сила была намного глубже, чем у Ханли. Они, по крайней мере, достигли 10-го уровня. Ханли не мог удивиться про себя силе культиваторов этой секты и их впечатляющему внешнему виду. Всего минуту назад, когда он и старик Е приехали в это место, старик попросил его не входить. Он должен был ждать вызова мастера секты Чжун, прежде чем войти одному. Это заставило Ханли неловко ждать за пределами зала дворца, что повергло его во множество молчаливых проклятий. Спустя долгое время белоодетый мужчина средних лет вышел и сразу прошел к Ханли. Он холодно сказал: «Следуйте за мной. Мастер секты зовет вас». Затем, не дожидаясь ответа от Ханли, он повернулся и пошел. Ханли мысленно горько усмехнулся. Казалось, культиваторы 9-го уровня, такие как он, здесь совершенно ничего не стоят. Он не захотел сказать ему больше, чем одну фразу, хотя он был недоволен наглостью этого человека. Ханли ясно понимал свое значение и послушно последовал за ним, входя в главный зал. После прохождения 3 больших ворот, охраняемых учениками, Ханли увидел мастера секты долины Желтого Клена Чжунлинда, человека средних лет с длинной бородкой. По обе стороны большого зала сидело более 10 человек, каждый по-разному одетый.
Когда Ханьли вошел, они повернулись, чтобы оценить его, но поняв, что он совершенно обычен и неинтересен, равнодушно отвернулись. Кроме того, старик Е и младший брат военного Ван тоже были там. Этот молодой человек, Ханьли. Лидер секты Чжун невозмутимо спросил. Это верно. Ученик Ханьли приветствует мастера секты. Ханьли, казалось, очень искренне шагнул вперед и официально приветствовал его. Нет необходимости быть излишне вежливым. Поскольку юный друг принес приказ о бессмертном вознесении, мастер секты, конечно, уважая правила, установленные нашими уважаемыми предшественниками, позволит молодому другу попасть в секту. Чжун Линьда приветливо улыбнулся, как дуновение весеннего ветерка. Когда Ханьли хотел поклониться, он почувствовал силу, удерживающую его от этого. Это поразило его, и он почувствовал какое-то почтение к хозяину секты. Молодой друг не только попадет в секту, но он также получит квалификацию, чтобы получить гранулу заложения фундамента. Я слышал, что младший боевым братом сказал, что юный друг отрекся от своей гранулы заложения фундамента и передал его кому-то. Это правда. Мастер секты Чжун не мудрил и прямо сказал о цели своего призыва в дворцовую залу. Это верно, мастер секты. Ученик чувствует, что его способностей не хватает, и принимать гранулу заложения фундамента будет действительно слишком растратным действием. Вместо этого я отдам этот драгоценный элемент старшему боевому брату, который нуждается в нем больше. После того, как Ханьли произнес эти слова, он почувствовал, как в его сердце слегка кольнуло. Это произошло из-за гранулы заложения фундамента. Это не какая-то обычная гранула, которую он мог съесть между приемами пищи, и если бы кто-то выпустил гранулу заложения фундамента в мир культиваторов, пролилось бы море крови. Хотя он мог рассчитывать на его загадочную бутылочку, у него не было уверенности, что она сможет помочь ему в совершенствовании так же, как гранула заложения фундамента. Эти слова он проговорил не от сердца. Ханьли весьма неохотно расставался с ним. Однако его внешний вид был полностью послушным и почтительным, в значительной степени удовлетворяющий большинство тех, кто находился в дворцовом зале. Хорошо. Юный друг Хань, мастер секты, очень рад вашему решению. Однако, молодой друг, не волнуйтесь, все будет в порядке. Мастер секты не позволит юному другу сделать эту жертву напрасной. После этих слов Чжун Линьда повернул голову и посмотрел в сторону старика Е, младший боевым братом Е. Юный друг Хань отдает свою гранулу заложения фундамента вашему внучатому племяннику. Однако младший боевой брат обязан возместить юному другу его потерю. Чжун Линьда торжественно сказал. Хе-хе. Мастер секты, пожалуйста, чувствуйте себя спокойно. Я, безусловно, удовлетворю боевого племянника Хань. Старик предвидел эти вопросы. Он не мог с радостью не согласиться в ответ. Увидев, что старик повел себя таким образом, Чжун Линьда повозился с длинной бородой и слегка улыбнулся. Эта сложная проблема неожиданно была легко решена и удовлетворила обе стороны. Великий мастер секты вздохнул с облегчением. Проблема гранулы заложения фундамента решена, и с этого дня юный друг Хань станет учеником этой секты. Младший боевой брат Ван покажет жилье брату Хань и кратко объяснит правила секты долины. Во-первых, покажет ему руководство культиваторов. Если будет заметный прогресс, будет и повышение. Чжун Линьда командовал младшим боевым братом Ван. «Я буду следовать вашим приказам, мастер секты». Младший боевой брат Ван встал и принял его команды. Таким образом, этот военный дядя Ван немедленно вывел Ханьли из дворцового зала и начал объяснять различные правила долины Желтого Клена и объяснил ему некоторые общие понятия. Ханьли внимательно слушал и более или менее понимал, у него складывалось первоначальное понимание долины Желтого Клена. В долине Желтого Клена было около 10 тысяч учеников. Из этих учеников 90% были на стадии конденсации ЦИ. Всего было несколько сотен на стадии заложения фундамента. Эти люди были центральной властью долины Желтого Клена. Над ними были эксперты стадии формирования ядра. Их было несколько. Они жили в уединении круглый год и не были заинтересованы делами долины. Если это не было масштабным мероприятием, и речь не шла о жизни или смерти долины Желтого Клена, мастер секты Чжун обычно не видел лица этих людей.
Что касается эксперта стадии зарождения души в долине, он был боевым дядей и предком мастера секты Чжун и его подчиненных. Было сказано, что он ему уже более 900 лет. Его магическая сила и его даосские методы не только неизмеримо глубоки, но его зарождающаяся душа может покинуть тело и умственно путешествовать за тысячи лет. Он был истинным бессмертным на этой земле. Однако этот старец давно уже покинул долину и уже не был в городе Юэ. Он уже уехал путешествовать в различные страны. Кто знает, когда он вернется в долину, ученики конденсации Ци были достаточно многочисленными в долине, для них было невозможным употребить гранулу заложения фундамента. Только самые выдающиеся ученики с лучшими способностями могли иметь эту привилегию. Таким образом, каждые 10 лет ученики, которые были моложе 30, участвовали в серии выборок. Свирепость конкуренции не уступала Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения. В целом, только истинные гении культивации, которые отработали методики до 11 или даже 12 уровня, могли отличиться и получить квалификацию для гранулы заложения фундамента. Из нескольких сотен лучших учеников, которые прошли строгий отбор, только 20-30 вступали в стадию заложения фундамента после принятия гранулы заложения фундамента. Остальные в лучшем случае достигали пика магической силы в их культивации. Естественно, ученики в долине были разделены на 3 уровня иерархии. Самые низкие были учениками, которые еще не приняли гранулу заложения фундамента. Эти люди были самыми многочисленными в долине, и их магическая сила была самой низкой. Эти люди обычно выполняли скромные задачи и культивировали наименьшее количество времени. Однако, хотя они занимали низкое место в долине, у них было достаточно громкое звание «заслуженный ученик». С чуть более высокой позиции были те, кто принимал гранулы заложения фундамента, но не смогли вступить в стадию заложения фундамента. Техника этих учеников практически достигла своего пика. Их магическая сила была намного больше, чем у заслуженных учеников. Они даже могли использовать несколько простых агротехник среднего класса. В результате они взяли на себя обязанности ведущих и управляющих этими многочисленными заслуженными учениками. Они обычно называют консулами-учениками. Самые высокие — позиции учеников, вступивших в стадию заложения фундамента. Они были фаворитами небес и были расценены как истинные бессмертные культиваторы, истинные специалисты, которые ступили на путь бессмертной культивации. После того, как эти люди преуспели во вступлении в стадию заложения фундамента, им было разрешено найти регион с многочисленной духовной ци и создать пещеру, чтобы культивироваться в одиночку. Они не должны выполнять какие-либо низшие задачи и должны сосредоточиться только на культивации. Кроме того, каждый год им будут предоставлены всевозможные необычные материалы и большой объем духовных камней, чтобы поддержать и ускорить их культивацию. Их единственной обязанностью было помогать секте при столкновении с сильными врагами. Ослушаться этого приказа было недопустимым. Помимо учеников долины Желтого Клена, там были истинные силы, которые контролировали секты изнутри, много стюардов. Эти стюарды были учениками, которые после входа в секту культивировались в течение определенного времени, но не смогли войти в стадию формирования ядра. Они добровольно отказались от дальнейшего культивирования и были готовы вести специализированное управление внутренней жизнью долины, выполняя различные обязанности. Старик и люди в зале были в основном стюардами. На самом деле, мастер секты Чжун Линда был управляющим высокого уровня. Тем не менее, он взял на себя ответственность за общее планирование всей секты и управление всеми стюардами. Настоящие решения относительно жизни или смерти секты решались экспертами ядра. Само их существование позволяло долине Желтого Клена рассматриваться как одной из 7 великих сект, и злые духи не осмеливались причинить вред секте. В противном случае, долину Желтого Клена уже бы давно истребили бы бесчисленное количество раз эти демоны с углубленной магической силой. Естественно, информация, упомянутая выше, не была рассказана этим боевым дядей Ван, но был тайно получена Хань Ли вопросами. Это позволило Хань Ли обрести четкое понимание окружающей среды. Это позже очень поможет ему при взаимодействии с товарищами по секте учеников. Глава 148. Старик в сером. Боевой дядя Ван взял с собой Хань Ли на листовидный магический предмет и летел несколько часов. Они приземлились на зеленые горы, в районе, переполненном плоскими домами.
Эти ветхие дома были построены из камней с горы, и не было ни одного человека внутри этих домов. Казалось, что они все были пустые, и это озадачило Ханли. Не удивляйтесь. Эти дома действительно пусты. Это место предназначено для новых учеников, чтобы жить в них, пока они не улучшат свою магическую силу, тогда они съедут и будут искать другое жилье. Это случается в начале 10-летнего цикла. Новые ученики не присоединяются к секте, так что дома временно пустуют. Военный дядя Ван заметил растерянность Ханли и мягко объяснил. Это сняло недоумение Ханли. Боевой дядя Ван вел Ханли между домов, делая так много поворотов, что Ханли почувствовал головокружение. Тогда они, наконец, остановились у дома, который был больше, чем другие каменные дома. Он ничего не объяснил Ханли и начал громко кричать: «Младший боевой брат Лин, открой дверь! Я привел нового ученика, чтобы забрать вещи». Как только боевой дядя Ван закончил орать, дверь открылась со свистом. Видя это, боевой дядя Ван вошел без всяких колебаний. Ханли помолчал немного и последовал за ним в дом. Внутри дом был более просторным, чем казалось снаружи. Это изумило Ханли. Но это происшествие с домом дало ему ощущение неопределенности. Всевозможные предметы громоздились там и тут. Там была одежда, некоторые виды оружия, такие как ножи и мечи. Но от духовной волны оружия можно было понять, что это на самом деле очень хорошо сделанные магические инструменты. Помимо этих вещей, были и другие обычные предметы, например, лопаты и молоты. Эти элементы также испускали духовную силу, казалось, что вещи были чем-то вроде магических инструментов. Это поразило Ханли. Какими возможностями обладают эти инструменты? В центре дома был 8-местный квадратный стол. Лицом к двери за столом сидел старик в серой одежде и с мягкими волосами. Старик не обратил внимания, как двое вошли в дом, вместо этого был сфокусированным на маленьком блестящем ноже и разделочной желтой древесине размером с ладонь, которые он держал в руках. Боевой дядя Ван увидел это, слегка нахмурился, но выражение его лица быстро вернулось к привычному. Он не отвлек старика, вместо этого он вытащил стул из угла комнаты, сел напротив него и тихо ждал, пока старик закончит резьбу по дереву. Ханли моргнул, когда он увидел ситуацию, он встал за спиной боевого дяди Вана, не сказав ни слова, и стал тоже ждать. Старик в сером двигался быстро, его руки работали, как ветер. После времени, которое бы потребовалось, чтобы сделать чашку чая, маленькая обезьянка, как живая, появилась в его ладони. Боевой младший брат Лин, вы сильно улучшили свой навык по резьбе с тех пор, как я в последний раз видел тебя. Боевой дядя Ван потом похвалил его, улыбаясь. Ничего удивительного. Мне нечего делать, поэтому я просто убиваю время. Зачем боевой дядя Ван нашел время, чтобы приехать и посетить мой скромный дом? Старик в сером сказал небрежно, но глаза его были обращены к Ханли, и, казалось, догадался цели их визита. Ничего особенного, просто хотел получить вещи, которые получают все новые ученики, которые вступают в долину секты для боевого племянника Хань. Он улыбнулся и ответил. Не все новые ученики из бессмертного собрания Вознесения получили их вещи. Почему еще один? И его способности настолько бедны. Разве стандарты лидера секты Чжун действительно стали настолько низкими, чтобы брать кого-то столь бездарного в долину? Старик в сером прямо сказал перед Ханли. По его голосу было понятно, что он не очень уважает лидера секты Чжун. Услышав это, Ханли, естественно, чувствовал себя крайне неловко, и боевой дядя Ван также горько улыбнулся. Он знал, что произошло, этот младший боевой брат Лин держал обиду на своего старшего боевого брата, лидера секты, до сих пор. Но как он мог так вести себя перед Ханли, так, он, кашлянув, сменил тему, младший боевой брат. Это боевой племянник Ханли, который принес приказ о бессмертном вознесении и присоединился к нашей долине Желтого Клена. Это считается исключением, так что его способности не важны. Важно то, что секта должна сдержать обещание. Приказ о бессмертном вознесении. Старик в сером был очень удивлен и в очередной раз посмотрел на Ханли. Если вы так говорите, то этот человек очень удачлив и может получить гранулу заложения фундамента. Старик сказал громким голосом и посмотрел на него взглядом, говорящим: «Парень, тебе действительно повезло, паршивец». Хе-хе, по идее да. Но боевой племянник Хан и боевой брат Е заключили сделку,
и он отказался от гранулы заложения фундамента, дядя военный Ван улыбнулся и сказал. Отказался от гранулы заложения фундамента. Старик сначала был поражен, но почему-то выражение его лица потемнело, и после минутного молчания он сказал то, что удивило Хань Ли. Хорошо, что он смог от нее отказаться. Самое главное — осознавать свои пределы. Знать, что отдать и что взять в таком молодом возрасте — это качество достойно восхищения. Глаза старика в сером, которые были изначально холодными, стали более добрыми. Но после того, как Хань Ли слышал, что сказал старик, он был смущен и не принял это близко к сердцу. Знать свои пределы. У меня не было выбора, поэтому я отдал драгоценную гранулу заложения фундамента. Если бы не это, я бы ни за что так не поступил. Не заметив изменений в лице Хань Ли, старик вдруг стал серьезным и встал. Он использовал свои руки и направил их на пространство вокруг. Элемент внезапно появился в его руке, и их становилось все больше и больше. Весь процесс поразил Хань Ли. Желтая шелковая рубашка, магическое средство лазурный лист, бытовой набор, один меч яростное солнце и сабля холодная луна, и сумка 10 предметов. Старик холодно перечислил все предметы в его руках и положил их на стол. Детали здесь. Парень, забирай их. Так как боевой дядя Ван очень занятой человек, я не буду просить вас остаться. Смотрите сами. Сказав это, старик достал еще один кусок дерева и продолжил резьбу, уже не обращая внимания на этих двух. Увидев это, боевой дядя Ван вздохнул и, не попытавшись возобновить беседу, сказал Хань Ли забрать вещи. Как только двое вышли из каменного дома, дверь автоматически закрылась с громким треском. Боевой дядя Ван посмотрел на закрытую дверь и покачал головой. Тогда он был готов покинуть место с Хань Ли. Вы не должны нести все предметы в руках, просто положите их в сумку. Боевой дядя Ван обернулся и увидел, что Хань Ли нес все в его руках, стоя как идиот рядом с ним. Он глупо улыбаться. После того, как Хань Ли услышал, что тот сказал, он положил вещи на землю и нашел черный тканевый мешок среди предметов. Это сумка 10 предметов. Хань Ли был немного растерян, он взял мешок, посмотрел на невероятно маленькое отверстие, а затем посмотрел на огромные мечи и предметы. Он немного замялся, так как он не знал, как их запихивать в мешок. Это ваш первый раз использования сумки, поэтому позвольте мне продемонстрировать. Боевой дядя Ван понимал. Он протянул руку и взял мешок. Надо взять предмет, который вы хотите положить, направить немного магической силы в мешок и сфокусироваться на предмете. Он будет всасываться в автоматическом режиме. Боевой дядя Ван сказал, показывая этот процесс. Он открыл мешок, и белый свет в его руке замелькал. Яркий, белый свет вылетел из мешка и накрыл все, что было на земле. Эти предметы сразу же съежились под белым светом, и как только они достигли определенного размера, они всосались в мешок. Хань Ли, который смотрел на это в стороне, был удивлен и поражен. Вы используете тот же метод, когда вы хотите вытащить вещь. Вы просто должны сосредоточиться на элементе, который вы хотите взять с вашей магической силой, боевой дядя Ван сказал, вернув мешочек с Хань Ли. Но есть несколько правил, когда дело доходит до использования сумки. Боевой племянник Хань, вы должны тщательно помнить о них. Боевой дядя Ван сложил руки за спину и серьезно проговорил. Услышав это, Хань Ли кивнула, как курицы клюют рис. Во-первых, в сумке можно держать только определенное количество предметов и сжатые до определенного размера. Если мешок всасывается что-то слишком большое или многочисленное, он теряет свою способность, а вы не сможете больше хранить предметы внутри него. Во-вторых, в сумке нельзя хранить живое. Если поместить живое существо внутрь него, оно точно умрет. Наконец, и самое важное правило вы должны держать в памяти: сумки не обладают способностью узнавать своего хозяина, так что тот, кто украдет вашу сумку, сможет взять предметы внутри. Следовательно, не раскрывайте свою сумку в присутствии других культиваторов. Вы должны тщательно скрывать его, иначе можно попасть в серьезные неприятности. Глава 149. Обязанности. После того, как Хань Ли услышал эти слова, он, естественно, запомнил их.
Поскольку вы все получили, пойдемте со мной, чтобы увидеть руководство учениками-культиваторами. После того, как боевой дядя Ван сказал это, он взял Хань Ли на летающий магический объект и полетел. На этот раз расстояние, на которое они путешествовали, было гораздо меньше. В мгновение ока они добрались до подножия горы. Там был огромный каменный дом, построенный в горе. Каменный знак на передней части здания гласил «Павильон руководства культиваторов» с золотыми символами. Он был заполнен несколькими молодыми учениками у входа и выхода. Боевой дядя Ван ничего не сказал, а просто подошел. Хань Ли внимательно следил за ним. Было ясно, что несколько учеников признали боевого дядю Вана, они неизменно приветствовали его. Боевой дядя Ван улыбнулся с поклоном. Казалось, его репутация в Желтой долине Желтого Клена была действительно неплохой. После входа в каменное здание Хань Ли неожиданно обнаружил, что задняя половина павильона руководства культиваторов буквально расширена вглубь горы. Его интерьер был весьма широк, и там были ряды каменных дверей, со стоящими бок о бок с учениками у входов и выходов. Как только Хан решил хорошенько осмотреться, боевой дядя Ван толкнул третью дверь справа и рассеянно вошел. Это заставило Хань Ли поколебаться, он не знал, должен ли он следить за ним. «Заходи». Боевой дядя Ван не заставил Хань Ли долго ждать. Через мгновение он появился в дверях и позвал Хань Ли. В комнате было немного людей. Внутри был черно одетый ученик около 30 лет. Он почтительно стоял в стороне от боевого дяди Вана. После того, как он увидел, что Хань Ли вошел, он любезно улыбнулся ему. Это Ву Фен, он отвечает за методы культивации новых учеников. Если у вас есть какие-либо вопросы касаемо культивации в будущем, вы можете спросить его. В методике начальной культивации Ву Фен в десятке лучших мастеров. Слова боевого дяди Вана были наполнены большим восхищением к товарищу. «Я попрошу старшего боевого брата Ву дать мне указания в будущем». Хань Ли почтительно поклонился. Он ясно понимал, что этот человек будет заниматься его техникой культивации в будущем. Как он мог быть неуважителен к нему? Хе-хе. Боевой дядя слишком много меня хвалит. По правде говоря, у меня поверхностное, неполное знание методов культивации. Я могу обменяться указаниями с младшим боевым Хань, чтобы понять это. Старший брат Ву вежливо добавил. Боевой племянник Ву, я четко оцениваю свои знания о методах культивации. Не нужно быть слишком скромным. Я передам дело техники культивации боевого племянника Хань тебе. Сейчас привел его, чтобы вы просто познакомились. После этого я еще должен свозить его в другие места, чтобы представить его. Он не будет здесь долго. Боевой дядя Ван был довольно прост. После того, как он произнес эти слова, боевой старший брат Ву вежливо попрощался. Они быстро вышли из комнаты. Далее, этот боевой дядя Ван ответственно и старательно сводил Хань Ли в несколько других необходимых мест и представил его многим заслуженным ученикам. Кроме того, он дал ему объяснение житейских дел, прежде чем вернуться в дом сероодетого старика. Он позволил Хань Ли выбрать комнату, после чего оставил его одного. Хань Ли стоял в каменной комнате, которую он выбрал с горькой улыбкой. В этот момент он уже знал, что как только он достигнет 10 уровня в своей технике культивации, он сможет переехать в резиденцию в месте, которое называется Таинственной горой Земли. Там ученики имеют гораздо больше свободы. Они могут не только создавать свои собственные резиденции на горе, но не существует никаких ограничений на стиль и размеры дома. Хань Ли не мог не ждать этого с нетерпением. Хотя Хань Ли нужно сначала развить технику до 10 уровня, он не намерен оставаться в этом каменном доме надолго. Затем он слегка улыбнулся и вдруг вынул летающий лазурный лист, магический инструмент, из сумки. Затем он наполнил магический инструмент магической силой и взлетел в небо. Изначально Хань Ли не был знаком с этим объектом, и он резко летал слева направо, вверх-вниз. Однако, вскоре после этого он легко овладел техникой и мог летать подобно боевому дяде Вану, уверенно и свободно с руками за спиной. Хотя этот магический инструмент был прост в освоении и в управлении, было очевидно, что все было не очень быстро. Он был только немного быстрее, чем конь. Это неудивительно, так как у учеников в долине сил хватало только на эту скорость. Хотя средства лазурного листа были немного скудны,
это был первый полет Хань Ли. Следовательно, он забавлялся довольно долго. Хе-хе. Посмеявшись вдоволь, Хань Ли удовлетворил свою тягу к полету и направил магический инструмент в определенном направлении. По пути он задел несколько других учеников, которые также летали. Возможно, это было потому, что лицо Хань Ли было совсем незнакомым, но большинство из этих людей взглянуло на Хань Ли с любопытством. Однако, когда они видели, что его метод культивации был лишь 9 уровня, они брезгливо держались подальше. Хотя Хань Ли видел действия этих людей, его лицо не изменилось. Он горько посмеялся про себя. Казалось, что эти так называемые великие секты культиваторов не отличаются от смертных в светском мире. Они были столь же пафосными. Как только эта мысль пришла к Хань Ли, он подлетел к большому строительному комплексу. Потом, большими шагами, он вошел в большой зал с табличкой «Холл сотни возможностей». Внутри зала был немолодой заслуженный ученик. Когда он увидел Хань Ли, он был удивлен. Он не мог не спросить: «Младший боевой брат Хань, как ты так быстро вернулся? И где боевой дядя Ван?» Это было место, которое боевой дядя Ван просто поспешно посетил с Хань Ли. С этим почетным учеником Хань Ли только что встретился. Вот почему, когда тот увидел, что Хань Ли вернулся, он был сильно удивлен. «Старший боевой брат Юй, когда я был здесь минуту назад, я слышал, в этом месте можно получить работу, это так?» «Это верно. Неужели младший боевой брат хочет получить задание так быстро?» «Младший боевой брат Хань, вы новый ученик. Согласно правилам, вы можете сначала ознакомиться с обстоятельствами внутри секты месяц, прежде чем вы получите задание. Нет необходимости так переживать». Заслуженный ученик сказал в изумлении. «Хе-хе. Это не вопрос. В настоящее время я хочу что-то делать. Существует ли свободное место для выращивания трав?» Хань Ли слегка улыбнулся. «Это работает не так. Все миссии ученики получают в случайном порядке. Независимо от того, что вы делаете, никто не может выбрать свои обязанности. Только если они могут доказать, что они действительно имеют некоторые соответствующие способности в области». Этот заслуженный ученик ответил, смущаясь. Когда Хань Ли услышал это, он сморщился лоб. Может быть, он действительно должен найти боевого дядю Вана. Это не имеет значения. Военный племянник Хань может выбрать, что он хочет. Раздался немного знакомый голос из-за спины Хань Ли, слегка испугав его. Он повернул голову, чтобы посмотреть. Неожиданно старик Е возник у него за спиной. Он улыбался Хань Ли. Мастер Холла вернулся. Когда немолодой заслуженный ученик увидел старика, он тут же приветствовал его. «Хэн, я вернулся», — небрежно сказал старик. «Боевой дядя Е». Хань Ли сразу же приветствовал его с уважением. «Хе-хе, боевой племянник Хань пришел сюда довольно быстро. Я вернулся сюда, чтобы дать моим подчиненным объяснение и позволить боевому племяннику Хань выбрать свои обязанности». Он полушутя говорил. Казалось, настроение боевого дяди Е было довольно хорошим. «Я благодарен за заботу боевого дяди. Я приехал, чтобы посмотреть. Я не доставляю вам неудобств». Хань Ли спросил застенчиво. «Я здесь главный». «Какие неудобства?» Заслуженный ученик Юй представит все обязанности в растениеводстве, и Хань Ли выберет наиболее понравившуюся. Старик великодушно махнул рукой, давая понять, что тут все следуют его приказам. Заслуженный ученик Юй был ошарашен этими словами. После того, как он кинул глубокий взгляд в сторону Хань Ли, он поспешно взглянул на свитки, в которых были записаны задачи. Про себя он подумал, что у него какие-то особенные отношения с начальником. Задачи растениеводства перечислены здесь. Внимательно посмотри, младший боевой брат. Заслуженный ученик Ю предложил ему свитки. Хань Ли сказал слова благодарности и взял листки. Он просмотрел их. Приглядывать за 13 цветковыми деревьями. Каждый год каждая из них производит 2 белых фрукта. С большим вниманием позаботиться о 300-летнем огненном облаке женьшеня. Убедитесь, что его духовная природа утратится. Вырастить поле лунной сливовой травы. Получать более 100 цзинь его сена каждый сезон. Приглядывать за желтым нефритовым бамбуковым лесом.
В свитках были все виды растениеводческой работы. Задач было действительно много. Однако было еще несколько, которые еще не были прочитаны Ханьле. Когда он просмотрел оставшуюся часть, он нашел себе задачу по душе. Глава 150. Неохотное согласие. Отправляйтесь в сад 100 лекарств на горном хребте Лазурного камня. Требуется собирать ингредиенты редких лекарств и отдавать их каждый год. Когда Ханьли увидел написанные на листке золотые строки, Ханьли был чрезмерно рад. Он поднял голову и, посмотрев на заслуженного ученика Юя, указал на листок, говоря: «Я хотел бы заняться этим. Старший боевой брат Юй, не могли бы вы отдать это задание мне?» После того, как он услышал слова Ханьли, заслуженный ученик Юй улыбнулся. Но когда он четко рассмотрел выбранное Ханьли задание, веселая улыбка на его лице стала вынужденной. «Младший боевой брат, пожалуйста, выбери другое задание. Это задание в саду крайне сложное. Оно не подходит младшему боевому брату», — очень искренне сказал заслуженный ученик Юй. Тем не менее, когда он увидел озадаченный вид Ханьли, он объяснил: с тех пор, как на сколько лет назад была поставлена эта задача, многие пытались выполнить ее. Однако все они провалились. Они не только не смогли получить награду, они также были оштрафованы на большее количество духовных камней. Можно сказать, что это одно из самых сложных заданий. Даже если младший боевой брат Хань шутит, каждый невыполнивший задание ученик был достаточно талантлив в выращивании растений. После того, как Ханьли услышал эти слова, он рассмеялся про себя. Тем не менее, после некоторых размышлений, он не собирался сдаваться. Он скромно спросил: «Может ли старший боевой брат сказать мне, в чем именно заключается сложность задания? Как получилось, что ни один не смог с ним справиться? Разве это не просто уход за лекарственными травами в саду? Как это может быть сложно? Может ли быть, что боевой племянник выбрал сад лекарств старшего боевого брата Ма?» Рядом стоящий старик Е, после того, как услышал их диалог, не ждал, пока ответит заслуженный ученик средних лет. Он поморщил лоб и бросился перебить их. Верно. Младший боевой брат Хань облюбовал чрезвычайно трудное задание старшего боевого дяди Ма. Заслуженный ученик средних лет не знал, смеяться ему или плакать. После того, как старик услышал это, он загадочно улыбнулся. Ха-ха. Боевой племянник Хань действительно знает, что выбирать. Он на самом деле выбрал самую неудобную работу. Тем не менее, это задание действительно вызывает головную боль. Много человек уже получало это задание и жаловалось мне. Однако из-за того, что старший боевой брат Ма не хочет изменять наказания и награды, я ничего не могу поделать. Если боевой племянник Хань желает узнать подробности этого задания, он может последовать за мной в зал и посмотреть на соответствующую информацию. Это гораздо убедительнее, чем слушать рассказы. Было неизвестно, почему этот мастер Холла Е был настолько прямолинеен с Ханьли. Он дошел до того, что открыл дверь перед ним. Ханьли наморщил лоб. Этот боевой дядя Е был слишком оптимистичным. Хотя он отдал ему свою гранулу заложения фундамента, это казалось равной сделкой. Почему он действовал так откровенно с ним, Ханьли отодвинул в сторону подозрения и создал видимость подчинения благосклонности боевого дяди Е. Затем он последовал за стариком, который забрал листок в какую-то комнату в конце главного зала. Все виды информации были собраны в комнате. Старик слегка взмахнул рукой, держащий листик. Затем листок засверкал, и в его руку прилетел свиток. Он передал свиток Ханьли. Так как он уже был отдан, Ханьли невежливо взял свиток и быстро просмотрел его. Информации в свитке было слишком много. Он просто содержал список учеников, которые были назначены заботиться о саде с лекарствами. Это было причиной, почему Ханьли так быстро просмотрел его. Спустя немного времени он в основном понял подробности и сложность задания. «Ну как? Ты должен выбрать другое задание. Хотя награды за это задание являются весьма щедрыми, это не то, с чем может справиться обычный ученик», — с большой тревогой сказал боевой дядя Е. После того, как Ханьли услышал эти слова, он немного бормотал про себя. Он уверенно покачал головой. «Большое спасибо боевому дяде Е. Тем не менее, я больше всего хочу именно это задание.
Мне не нужно выбирать другие задания, потому что я выбираю это. Когда старик услышал решимость в словах Хань, он почувствовал удивление. Тем не менее, он больше ничего не сказал и кивнул, давая свое согласие. Затем он тут же вывел Хань из комнаты. После секундного колебания он как-то неестественно добавил: «Боевой племянник Хань, что касается товаров, что мы согласовали в результате нашей сделки по поводу гранулы заложения фундамента, могут ли они быть доставлены немного позже?» Боевой дядя недавно захотел создать таблетку, собирающую ци. То, что у меня есть на руках, несколько ограничено. Я боюсь, это будет не слишком удобно для меня. Тем не менее, боевой племянник, пожалуйста, не беспокойся. Я буду в состоянии погасить мой долг в течение года. Когда Хань услышал это, он был удивлен. Тем не менее, он тут же улыбнулся. О чем говорит боевой дядя Е? Раз это неудобно для боевого дяди, я могу дать столько времени, сколько потребуется. Нет необходимости поднимать вопрос об оплате в будущем. Можно считать это уважением, данным младшим поколением боевому дяде. Хань Ли понимал, что в данный момент он поступает действительно неправильно. Его сердце, несомненно, было в депрессии, и он ненавидел, когда другая сторона нарушала данные обещания. Тем не менее, его лицо имело улыбчивое выражение и говорило слова, которые осчастливили бы другую сторону. Это, вероятно, вызвано горем молодого. Горько подумал старик Е, какой смысл несут слова боевого племянника. Может ли быть так, что ты веришь, что этот старик является тем, кто не сдерживает своих обещаний и не отвечает за свои слова? Этот старик не хочет даже чуть-чуть обманывать боевого племянника в вопросе обещанных предметов. Когда старик Е услышал слова Хань, он не только был несчастлив, он также напряг мышцы лица и напялил гордое выражение. Его внешность выражала, что он не будет совершать таких действий. Услышав это, вынужденная улыбка Хань чуть не сползла с губ, этот старик был довольно толстокожим. Он явно намеревался отказаться от большинства товаров, даже в этом случае он вместо этого настаивал на поддержании ложного представления о его обещаниях. Он был типичным лицемером, Хань снова сдержал себя и беспрерывно выругивался про себя. Тем не менее, его улыбающееся лицо было отложено в сторону. Он сменил свое выражение на выражение, олицетворяющее искренность, и использовал самую тошнотворную интонацию, чтобы сказать: «Боевой дядя ложно обвиняет молодое поколение». На самом деле, боевой племянник думал, что, так как боевой племянник только что вошел в секту, обещанные предметы слишком экстравагантны для этого младшего. В результате, боевой дядя временно отложит большую часть предметов, таким образом, чтобы этот младший не потратил их впустую. После того, как он услышал слова Хань, выражение лица старика Е расслабилось. Он слабо кивнул и сказал: «Слова боевого племянника Хань действительно имеют смысл. Если новичок будет слишком зависеть от этого простого мирского имущества, это может помешать его культивации. Тогда давай будем действовать согласно твоим словам. Большая часть товаров будет временно оставлена у меня. Если они понадобятся тебе в будущем, не колеблясь, приходи и забирай их. Тогда спасибо вам за беспокойство, боевой дядя». Хань надел уверенную улыбку и продолжал утешать свое сердце. Это было простое мирское имущество. Он не мог позволить себе обидеть старика перед ним. Позже, когда будет возможность, он определенно вернется, чтобы забрать основную сумму и проценты. Хе-хе, ничего. Пойдем. Настроение старика изменилось в лучшую сторону. Следующий вопрос был гораздо проще. С помощью боевого дяди Е, Хань гладко прошел все формальности и взял нефритовый медальон, показывающий его назначение. Затем он оптимистично был проведен заслуженным учеником в сад сотни лекарств на горный хребет лазурного камня. Старик Е стоял на входе в холл сотни возможностей и смотрел, как фигура Хань постепенно улетает на расстояние. Его лицо было мрачным, и он оставался молчаливым. Казалось, что он над чем-то задумался. «Ты растопил сердце младшего боевого ученика Хань». Сзади раздался глубокий голос. Это не вопрос того, размякло ли мое сердце. Скорее всего, использовать этот метод общения с учеником, который только вошел в секту, кажется несколько неприличным. И не только это, этот боевой племянник Хань говорит одно, а думает другое. Он может доложить это мастеру секты. Старик больше ничего не говорил, но его слова были наполнены беспокойством. Хе-хе, доложить.
Усмехнулся человек позади него. Что? Старший боевой брат Ву не беспокоится. Старик Е повернулся, говоря эти слова мрачному старшему боевому брату Ву. О чем тут беспокоиться? Этот парень не знает о сделанных нами приготовлениях. Скажи, что эти предметы остались у тебя. Не говори, что ты не отдашь их ему, а просто, что они временно лежат у тебя. О чем тут докладывать? Сказал боевой брат Ву, подумав над этим. Тем не менее, я очень восхищаюсь этим парнем. Он молод и уже понимает, когда идти на уступки или отступить. Это замечательно. И если бы у него не было таких плохих способностей в его ложных духовных корнях, я действительно хотел бы, чтобы он вступил в секту. Продолжил боевой брат Ву, его лицо выражало сожаление. К счастью, этот человек не имеет жесткого образа мышления, в противном случае нам бы пришлось использовать другую уловку. Это было бы намного более неудобно. Не спеша сказал старик Е, достаточно, не стоит беспокоиться по поводу этого парня. Мы зажмем носы и будем думать о нем так, как мы бы думали бы о муравье. Младший боевой брат Е не должен тратить так много денег. Тем не менее, не забывай, о чем мы договорились заранее. Старший боевой брат внезапно сменил тему. Его слова также имели скрытое значение. Я не забуду. Я отдам тебе половину этих созданных новых таблеток, собирающих ЦИ. Сказать по правде, если бы мой племянник не был бы в середине получения заложения фундамента и не требовал бы помощи большого количества бесценных лекарственных пилюль, я не был бы таким отвратительным в обмане этого младшего. Старик Е слегка покачал головой, выглядя так, словно он с возрастом утратил свою добросовестность. Когда старик Ву услышал эти слова, он улыбнулся и ничего не сказал. С большим удовольствием он подумал про себя. С тех пор, как этот младший боевой брат Е совершил коварный поступок, это может считать тем, что я могу использовать, чтобы справиться с ним. Я не должен волноваться об обсуждении дел с ним в будущем. Он не выступит против меня.